Добрый день, друзья! Канал Кубачи Official, Кубачинское серебро. У нас сегодня в обзоре серебряные кружки. Кружка называется, серия идет Барин. Вес примерно 340 грамм у кружки. Высота 12,5, иногда 13,5 бывает сантиметров. Данная модель 12,5. Диаметр 10 сантиметров нижней части. Она кверху идет на сужение. Вот если нижняя часть 10, то верхняя здесь где-то 8 получается. Кружка в принципе классической формы. 875 проба серебра. Вот здесь вы видите в верхней части проба именник, 2 клейма. Значит, вот с учетом такой прямоугольной ее ручки и общей такой формы, она объем 550 миллилитров. И за счет этого она очень хорошо сходит на пивную кружку. Вот. Хотя, конечно, чаще берут у нас ее именно вот в этих целях. А процентов 30 клиентов берет ее для воды. То есть набирают сюда воду фильтрованную, через 2,5-3 часа получается ионизированная вода. Убиваются бактерии, микробы, становится полезная вода. Поэтому в основном берут ее для пива, но и часто берут для воды, за счет того, что объем позволяет. Хотя, конечно, более практично для воды брать кувшины, графины с объемом от литра и выше. Значит, рисунок у нее растительный орнамент. У нас была в обзоре кружка этой же серии, Барин 2 называлась, но она без чернения. А так все в точности у нее одинаково, как и у этой кружки. Единственное, у нее не было чернения. Значит, у этой кружки есть чернение. Вот такой рисунок. Вот эти вот цветочки и лепесточки, они сделаны с чернением, с применением методики чернения. Это горячая чернь. Мастер вырезает, значит, алмазным резцом в серебре борозды, засыпает туда порошок. И при температуре 800 градусов он растекается и заполняет нужные мастеру борозды, образуя тем самым рисунок. Каждый рисунок уникален. В принципе, повторить такой же рисунок даже тот же сам мастер не сможет. Где-то все равно вот эти мелкие штрихи, детали, гравировка будет отличаться. Поэтому все эти кружки, они, конечно же, уникальны. То есть каждый рисунок, это как отпечаток пальца, он все равно будет отличаться. Вот. Снизу кружка гладко отполированная, донышко, дно широкое, за счет этого она очень устойчива. Ручка прямоугольная сверху идет, тоже с элементами чернения по всей ручке. К низу она закругляется. Вот. Ну и гравировки вот этого рисунка нет только под ручкой. Ну потому что там очень сложно гравировать, мешает ручка. А так вот весь рисунок покрывает практически 90% всей кружки. Сверху идет вот такая гравировка. Верхняя часть кружки завальцована. Ну, очень удобно употреблять из нее напитки. По отзывам наших всех клиентов, очень популярная вот эта кружка. Здесь снизу, в принципе, можно вот на нижней части кружки, обращенной кверху, можно делать какие-то подарочные подарочные гравировки, писать тексты, поздравления, какие-то инициалы, имена, даты юбилейные, кому вы дарите, на какой праздник, от кого. И в этом плане место очень видное такое, позволяет это все в будущем. Конечно, такой подарок, он всегда используется людьми. И люди, употребляя из этой кружки либо воду, либо пиво, либо соки, без разницы что, они, конечно, всегда читают вот эту надпись, которая вот здесь вы можете, значит, сделать, заказать через гравера, либо через нас. И будет, конечно, на долгую-долгую память такая кружка напоминать о вас, о том, значит, дне, когда это все было подарено.
Вот такая вот пивная кружка. Изнутри она вся гладко отполированная. Поэтому использовать можно по вашему усмотрению в любых целях. Моете после каждого использования тем же фейри, хозяйственным мылом, амвеевскими средствами. Натерли до пенки, смыли, значит, вытерли сухим полотенцем. И всегда вас будет радовать вот такая вот кружка. Значит, у нас идет, как обычно, идут традиционно бархатные подарочные коробки ко всем изделиям. Поэтому дарить очень удобно. Никаких проблем с подарками в этом плане. С поиском коробки необходимости нету искать. Вот. Ну и также еще хотел вам напомнить, так как ручка вот в этих местах внутри она полая, то здесь делается отверстие. Вот видите, вот эта вот белая часть, делается отверстие. Так как в момент пайки, вот в месте основания соединения, там образуются в полых местах газы, пары, и если не делать вот такое выходное отверстие, то ручка может деформироваться. Поэтому это не брак. На всех кружках вот в этом месте должна быть такая вот здесь тоже вы видите дырочка, видите, маленькая. Иногда ее заполняют ваткой, вот как здесь может быть белая. Вот, а так вот в этих всех местах дырочки есть. Поэтому это не брак, производственный момент. Ну, коробочки есть, кружки есть. Вот такой обзор. Заходите на наш сайт. На данный момент, на момент съемки видео, в нашем магазине такая кружка стоит 44 900 рублей. Но опять-таки при просмотре этого видео через год цена, конечно же, будет другая. Поэтому заходите на наш сайт, ссылка под видео в описании, там более подробная вся информация, характеристики, цены. Нажимаете на фотографию, открывается карточка товара, где полностью все расписано. И там будут самые точные цены на момент, когда вы зайдете. Поэтому видео это обзорное, делаем, также выставляем и для зрителей нашего YouTube канала, не только для клиентов магазина. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!